Доброе утро, 29 мая. Кто это к нам пришел? Звезда наша. Ты телезвезда? Тебе там комплименты отпускают в ютубчике. Говорят, ничего себе, какая кошка красивая. Что за кошка такая? В чат GPT сказал, что она персидская шиншилла. Вот дочка мне сегодня уже сказала. Персидская шиншилла. Не знаю, где там у нее шиншилла, разве что в попке. Так как покоя не дает по утрам мне, пока ее не поласкаешь. Да, все, бутс. Ну, падай. Бухнись. Ладно, успокойся. У тебя нервный тик начался, глаз дергается, да? Все, ложи, папа, телефон, давай массаж. Ну ладно, все, не нервничай, сейчас будем массажироваться. Я вышел на прогулку послеобеденную. Погода такая себе, немного пасмурно, но дождя вроде бы нету. Сегодня праздник в Германии, День Отца. Мужчины отмечают, выпивают, поют песни на улицах. Сейчас-то спокойно, но вот я из дому вышел, то там целая большая компания парней уже там что-то пели. Не знаю, сколько у них детей у каждого, но похоже, что есть. Я сегодня с утра озадачен странной идеей. В общем, почему-то у меня вот это выражение, которое я использую постоянно в отношении искусственного интеллекта, капроновая голова, перевелось на английский язык, капрон head. Утром то ли зарядку, когда я делал, то ли чуть позже. В общем, почему-то оно так у меня в голове появилось. Ну, я начал спрашивать у чата GPT, что это может означать. Он как бы мне сказал, что ничего, нигде это не упоминается. Как бы это похоже на, как бы на объединение двух слов. Технологичных, техничных, как бы звучит как название какого-то бренда и так далее. В общем, я начал дальше в этом ковыряться. Оказалось, что капрон, я знал, что это пластик, но оказалось, что капрон это вид нейлона определенный, и он в СССР как бы применялся, да, в основном. Вернее, немножко не так. То есть на сегодняшний день торговая марка Капрон, она принадлежит BASF, крупному концерну химическому. И там какие-то полиамидные волокна это означает. Нейлон 6 вроде как-то так там. Вот. А в СССР тоже там в 70-е или 80-е, или даже в 60-е был придуман свой материал. Тоже из этого нейлона 6, по сути, но там со своими какими-то свойствами, и в СССР его назвали капрон. Ну, так сказал мне GPT, не знаю, правда, нет. Вот, и, значит, этот капрон, он там имеет определенные свойства, там, эластичность, прочность, там, все такое. Вот, но в западном мире это слово как бы не употребляется широко, то есть людям оно в целом не очень известно, кроме как бы техническим специалистам, да, которые знают химию хорошо и вот эти все вещи. Вот, ну и получается такое объединение, вот это вот капрон и head звучит как какое-то название технологичного бренда там с инновациями и так далее. Но это он мне так интерпретировал, я как бы не буду тут настаивать, что это действительно так. Вот, ну, я задумался, думаю, капроновая голова. Интересно. В общем, начал пробивать его, гуглить, попробовал типа нейлон использовать вместо капрона. Тоже он помогал мне искать чат GPT. Упоминания такие есть. В общем-то, адреса сайтов, домены, вернее, neylonhead.com. Зарегистрирован в Японии или где-то, в общем, принадлежит кому-то там. Не используется, но проплачивается регулярно и как бы он забронирован. Вот, то, что я как бы перевел капрон head, такого нигде нету. Ну, я как бы недолго думая, быстренько там зарегистрировал себе Google с таким названием. Домен этот тоже подумываю взять. Еще не купил, но, короче, думаю над этим, нужен ли он мне или нет. Ну, там есть куча вариантов, как можно его обыграть, это название.
Вот. И думаю, что если мне немножко присвоить этот никнейм, или как это правильно сказать. Может быть, не такая плохая идея. Я его постоянно употребляю. В него можно напихать всяких разных смыслов. Ну, не то чтобы я хочу что-то как-то, бренд какой-то создать, да, там с таким названием. Даже не представляю бренд, чего я могу создать. Болтологии разве что. Вот. Но идея интересная. В общем, я это название застолбил. Вот сегодня 29 мая. Как бы оно теперь за мной закреплено. Если вдруг у кого-то будут вопросы и рассказы, что он придумал его раньше, с удовольствием выслушаю, но у меня есть видеодоказательства, скажем так. Да, ну и зареганные уже ящики, аккаунты, вернее, Google, каналы и так далее, которые с этим названием в разных вариациях. Не знаю, как это использовать, но перспективно, мне кажется. Звучит странно, людям, я же говорю, англоязычным это будет вообще непонятно. Русскоязычным это будет прикольно, наверное, Капроновая голова. Ну, тем не менее, как есть. Ну, вот такая вот идея у меня сегодня странная. Все, я придумал. В общем, пока я не знаю, что с ним делать, с этим названием, я пока просто буду его использовать сам в отношении себя. То есть назову так канал и буду сам пока что Капроновой головой. Ну, я, конечно, буду так называть этих яишек дальше, как я и раньше называл. Но буду вот это вот название использовать как название канала и ассоциировать со своей башкой чугунной. Теперь она будет Капроновая. Как-то так. Да, интересно, интересно. Много мыслей появляется глупых, связанных с бизнесом в основном. Но что-то нет у меня, не знаю, внутреннего запала, что ли, на серьезные какие-то движения. Идеи уже появляются, что, как и где. Но не знаю, интересно ли это мне будет. Вернее, ну-то любая штука мне интересна, которую можно строить с нуля. Но вот хочу ли я, готов ли я отдаться этому на 100%, и что делать потом, когда у меня, как обычно, запал иссякнет через некоторое время. Да, ну ладно. Пускай будет пока так название канала. Пошел легкий дождик. Я, как назло, не те кроссовочки обул. Вот, кстати, можно видеть, как уже старая DVR пропитка работает, да, то есть штаны частично мокнут, частично капли. Видно, что не упитались. Такие вот лежат сверху, а частично впитываются. И как оно работает на куртке, да? Здесь вообще вот не вижу, чтобы что-то впиталось. Все как этот. Просто берешь и стряхиваешь. Ай, телефон залил. Ну, в общем, смысл понятен. Я, кстати, разобрался, почему у меня ощущалась типа влажность в рукавах вчера, когда я ходил быстро. Я думал, мембрана, не мембрана, просто внутри рукавов проложена другая подкладка. То есть везде сетчатая, вот эта красная, которую я показывал, а в рукавах вшита, ну, такая какая-то нейлоновая, наверное, или полиамидная это. Вот, и она, видимо, как-то, ну, терморегуляция другая у нее. То есть, к сожалению, никакой мембраны здесь нету. Просто обычная, пока еще хорошая DVR пропитка. Это ж, я не знаю, стирал эту куртку человек или нет. Ну, я постирал аккуратно, вручную, там, с жидким мылом, короче, мягким, без всякой химии агрессивной. И вот она прекрасно держит после этого. Несколько стирок она точно выдержит, если, ну, вот так вот грамотно подходить. В стиральной машинке там на разных температурах, да еще с порошком обычным, ее стирать нельзя. То есть там надо внимательно этикеточку читать. Вот. Ну, вернее, можно, но DVR это быстрее закончится. А если хотите сохранить ее, то, конечно, нужно делать это все аккуратно. И потом можно вот этими средствами типа Никвакс восстанавливать. Я еще не пробовал, но обязательно буду делать. Потому как мне нравится такой вариант. Безмембранная одежда, но тем не менее держит вот такой вот легкий дождь. Почему нет? Домой сейчас приду, стряхну куртку и все, она сухая.
удобно. Какой-то сильный ливень, конечно, он уже там со временем начнет пропускать, когда общая масса воды на материале лежит, наверное, большая. Нет, оно просачивается. Вот, а так в целом все окей. Так, я нагулялся на сегодня, прошел 7 километров, не спеша, помаленечку. Мозолики мои подзажили, я их еще заклеиваю, но уже там все как бы сухое и вроде как дальше не натирает. Иду вообще в легком темпе, там 12 минут, что-то 13, в общем, останавливаюсь. Такое для удовольствия гуляю, скажем так. Вот. А на днях, я думаю, если погодка чуть исправится и ноги подзаживут, начну опять с рюкзаком потихонечку ходить, потому как тоже не хочется забрасывать тренировки. Ну, вот такие новости сегодня. До завтра.